Привет, дорогие друзья! А вот и долгожданное продолжение по схемам воровства украинских волонтеров, отдельных украинских волонтеров. Я думаю, что у каждого украинского волонтера, к сожалению, есть такая схема. При этом схема, при которой из 100% воруется 90%, я увидел впервые и немножко прозрел. Надеюсь, как и вы. Потому что в прошлом видео я очень четко с фактами обосновал то, что по моим подсчетам на одном только сборе 100 миллионов гривен украли 90 миллионов гривен. В итоге заказав у своих некачественные какие-то, отсталые дроны, хотя можно было купить американские по цене минимум в 5 раз дешевле. Вот Сергей Стерненко начал огрызаться. Причем он начал огрызаться в комментариях, ему свои же начали писать комментарии. Они оскорбляют меня, так знаете, по-детски, по-школьному я даже не обижаюсь. Пускай оскорбляют. Главное, чтобы иногда они включали свой мозг и понимали, что их просто имеют. Для того, чтобы это понять, можно было иметь просто доступ к Гуглу и калькулятор. Все. Этого было достаточно. Я предоставил все абсолютно ссылки. Сергей Стерненко при этом пишет: ви брешете, американські не коштують 6-10 тисяч, їжте російське лайно далі. Мені здається, особисто мені здається, що українське лайно за своїми якостями не поступається російському лайну. Тому лайно є лайно, що українське, що російське. Я ще раз повторяю, чтобы перепроверить эти цены, вы можете пройти по десяткам официальных источников. Это источники американские, австралийские, европейские, это источники украинские. И везде вы увидите одну и ту же цену. $6 000 или $10 000. $6 000 за более старый вариант, Switchblade 300, Switchblade 600 это $10 000. Тогда Сергей Стерненко, волонтер, пустился во все тяжкие, можно так сказать, потому что боты, а там есть боты. Если вы думаете, что устроено очень просто, так нет. Все те СМИ, которые подогревают интерес к этим сборам, вы что думаете, они не понимают, что это воровство? Понимают, просто они этого не проверяют, и ни одного расследования еще не было. Так вот, боты специальные начинают везде форсить одну ссылку на Bloomberg. И говорят, на Блумберге кое-что сказано. Давайте посмотрим, что сказано. Вот эта ссылка. Написал некто Антони Капачио. И там сказано, что Пентагон выделил 17,8 миллионов, и на них было куплено 300 Switchblade 300. Конечно. Взяли калькуляторы и пошли посчитали. И получилось у них по 59 тысяч Switchblade 300. Это тот, который 2 килограмма весит. Он не может стоить 59 тысяч. Это однозначно. Потому что его усовершенствованная модель Switchblade, который весит 23 килограмма, стоит 10 тысяч. То есть не может он стоить 59. Как бы не хотелось Стерненко об этом рассказать. Что имел в виду этот журналист? Скорее всего, он сказал, что выделено вот столько и упомянул только дроны. А в этот оборонный заказ вошло еще что-то. Но я не буду пытаться доказывать. Я просто найду на том же Блумберге статью того же журналиста, в котором он четко и внятно говорит о том, что Switchblade 300 стоит $6 000. И здесь у Сережи не получилось. Но, если вы думаете, он отбивается, блокирует своих же, оскорбляет их и все, а все больше и больше начинают понимать, что их просто накалывают. Их просто обманули, а армию обокрали на 90 миллионов. Сережа выкладывает другие закупки. Вы понимаете, что это воруется на всем. И казалось бы, когда ты уже сделал такой куш и украл из 90 миллионов, я не знаю сколько ему, но казалось бы, уже успокойся. Немножечко успокойся. Уже люди прислали денег, просто потрать их на что-то, если ты тратишь. Но нет. Чим ми забезпечили підрозділ руху опору та ГУР 3 обігрівачами, то есть 3 обогревателями на сумму 25 тысяч гривен и генераторами на сумму 62 тысячи гривен. Вы внимательно видите. 3 обогревателями. 3 обогревателя. Разумеете, украинскую, российскую, это все это одинаково. 3 обогревателя
Это 3 обогревателя. Спецификация видна на фотографиях, которые он прилагает, и мы без труда идем. Я даже не стал вот смотреть, сколько это стоит в Польше, к примеру. Можно было бы посмотреть, потому что в Польше это стоит в переводе на гривны 1800 гривен. Но мы будем смотреть где-нибудь у нас. Розетка, да? В розетке это моментально становится дороже в 2 раза, да? Вот оно в 2 раза дороже и стоит 4000 гривен. Второй стоит 4000 гривен. То есть это легко запомнить. Один 4000, другой 4000. Я об этом заявляю у себя в телеграм-канале. Моя жена пишет, что типа что? А как могут стоить 3 радиатора по 4000? 25 тысяч гривен. Даже очень глупый человек может сложить 4 плюс 4 плюс 4. Получается 12 тысяч. После этого статус Сергея Стерненко в телеграме меняется. И вот уже 5 обогревателей. 5 обогревателей. И появляется новый мужик с 2 обогревателями. Конечно же мы понимаем, что обогреватели просто сфотографировали дважды. Ну и многие пользователи начинают искать характерные примятости на коробках, которые, собственно, соответствуют тем обогревателям, которые светились на первом фотографии. Ну вы понимаете, да? Когда хотят показать 5 обогревателей, их просто установят вместе и покажут. Видите, их тут 5. А когда разными фотографиями показывают, вот тут 3 плюс 2, ну, для глупых людей, да? Ну, для легковерных, скажем так, для легковерных. Но мы тогда опять задумываемся и думаем, пусть их будет 5. Хотя их, конечно, не 5. Ну, ты говоришь 5. 5. По 4000 гривен. Даже очень глупый человек может взять на калькуляторе и умножить 5 на 4. Он получит 20 тысяч гривен. Где еще 5 тысяч гривен? То есть украсть уже хоть что-то, правда? После этого Сергей Стерненко пишет большой статус. В нем он сообщает, что я, конечно, путинский агент. Причем, насколько я понимаю, Путин зачастую мне заказывает мочилово Кремля, чтобы скрыть мою сущность. Вот. Но он там интересно сообщает. Да, я задонатил более 1 миллиона гривен собственных денег на армию и типа ворую на обогревателях. Господин миллионер. Господин миллионер просто. Как начал заниматься волонтерством, так начал рассказывать про миллионы гривен, которые он донатит. А вы что, ему не верите на слово? Ну, как? Это же понятно, что он 1 миллион гривен задонатил. Далее он сообщает, что я выдумывал низкие цены на летательные аппараты беспилотные. Еще раз прошу вас, пожалуйста, не верьте мне. Ни в коем случае не верьте. Но обязательно перейдите по всем ссылкам. Это очень просто. Есть автопереводчик, Google переводчик, да? И почитайте, сколько стоит Switchblade 600, Switchblade 300. Они стоят 6 тысяч и 10 тысяч. Все. А дальше он объясняет метаморфозу с обогревателями. Итак, он, оказывается, купил 2 комплекта по 2 штуки на сумму 19 тысяч гривен. Все. Все встает на свои места. Ну, 1000 где-то гуляет, но забыли про нее. Все встало на свои места. 2 комплекта, вы же понимаете, по 2 штуки. 2 комплекта по 2 штуки. Это стоит дороже, чем покупать их в розницу. Сейчас, извините. Смотрите, если в розницу один стоит 4000, а второй тоже стоит 4000, то это 8000. Но Стерненко покупает их комплектом, и они стоят 10 тысяч. 10 тысяч это больше, чем 8 тысяч. На 2000. Почему я так подробно объясняю? Смотрите, есть много людей, которые меня ненавидят. И я говорю, это хорошо. Ненавидьте меня. Но вы же можете элементарно посчитать и прибавить 4 плюс 4. У вас выйдет 8, никак не 10. Давайте на этом моменте вернемся к тому, с чего я начинал. Итак, как вы пишете, когда вы приобретаете 2 комплекта по 2? Вы пишете 3 обогревателя. Или вы пишете 5 обогревателей, или вы считаете 2 за 1. Ну, когда ты видишь вот такие вот детские абсолютно какие-то манипуляции, попытки выкрутиться у вора Стерненко, ты понимаешь, что люди, которые продолжают жертвовать, они очень бесхитростные, скорее всего. Ну вот просто они вот люди, которые верят. Не думают, а просто верят. Потому что когда человек пишет 3 обогревателя, то это 3 обогревателя, не 5.
то, как обогреватели превращались сначала из 3 в 5, а потом 5 это не просто 5, а 2 по 2 еще, это просто заслуживает какой-то книги Ильфа и Петрова, я думаю. Но мне кажется, что, что надо открывать глаза. Даже самым глупым. Он пишет, по заданию Путина я сею сомнения. Смотрите, сомнения это нормально, когда собираются 100 миллионов, а на них покупается говно собачье. И рассказывается, что вот это говно собачье стоит 54 тысячи. А здесь, я просто продемонстрировал, что воруют даже вот на таком. Вот, казалось бы, обогреватели мог бы купить. Нет, надо украсть и на этом. Следующая часть будет относительно очень интересного нюанса при закупке беспилотников. Охренеете, я думаю. Пока.